Топ-10 известных и проверенных способов совершения длительных половых актов. Друзья, здравствуйте! В этом видео я хочу вам рассказать о существующих способах продления половых актов, составить из них рейтинг со всеми их плюсами и минусами. Ну и не буду затягивать, начну с самых малоэффективных. 10-ю строчку рейтинга занимает продление половых актов при помощи долгих прелюдий. Да, этот способ действенный. Если хорошо разогреть вашу партнершу перед половым актом, она быстрее кончит, то есть успеет достичь оргазма до вашей эякуляции. Но и вы за время предварительных ласк тоже перевозбудитесь и быстро кончите. Я бы не считал этот способ стопроцентным для того, чтобы долго не кончать. 9-е место рейтинга за способом, когда первый половой акт всегда быстрее, а второй и последующие длиннее. У многих работает. Минус в том, что в разном возрасте мужчины восстанавливаются по-разному. В некотором возрасте бывает так, что после первого семяизвержения эрекция наступает только на следующий день. Но кто умеет контролировать процесс семяизвержения, то и при первом половом акте кончает, когда захочет. Кстати, после просмотра видео пишите в комментариях, кто что думает про этот рейтинг и согласны ли вы с распределением мест. А также ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. 8-е место достается седативным или успокоительным фармакологическим средствам, а также продуктам питания, обладающим таким же эффектом. Этот способ помогает, но каждый, кто хотел бы его проверить, должен знать свою дозу, так как меньше, чем нужно, не поможет, а больше необходимо вызовет безразличие и апатию к происходящему процессу. И никакой секс вам уже не будет нужен. Да, и для применения седативных веществ необходимо проконсультироваться с врачом. На 7-е место я поставил использование презервативов с толстыми стенками или просто надевание 2 презервативов. Этот способ, с одной стороны, помогает. Да, уменьшается чувствительность головки полового члена, что способствует увеличению длительности полового акта. Но при всем при этом мужчина и не получает тех ощущений, которые должен получать от секса. И к тому же, если причина коротких половых актов кроется в психологических установках, то ни 2, ни 3, ни 10 презервативов не помогут. Все равно произойдет перевозбуждение, да еще и эякуляция наступит до введения полового члена во влагалище. 6-е место недалеко ушло от 7-го. Это применение дубильных веществ для уменьшения чувствительности головки полового члена. Здесь хоть и не используется презерватив, но опять же ощущения не те. Единственное, что девушка не будет говорить, что ей тоже не нравится с презервативом. А так все тоже. Кому-то и поможет, но если причина раннего семяизвержения кроется в установках в голове, то ситуация повторится и способ не поможет. По действию этот способ можно сравнить с эффектом, который есть у мужчин с обрезанием. Но и у них тоже кому-то способствует огрубевшая кожа головки полового члена увеличению длительности половых актов, а кому-то нет. Опять же, у кого на этот счет заморочки в голове. И если у кого не дают психологические установки, раз уж я заговорил о них, то несложно их поменять. Сейчас расскажу об этом. Тем, у кого при всех известных и возможных способах никак не получается осуществлять контроль семяизвержения во время полового акта, предлагаю пройти мой авторский онлайн-тренинг. В нем вы научитесь новейшим уникальным методам психологического регулирования процесса семяизвержения, которые не имеют аналогов. Также при помощи этих методов вы научитесь применять абсолютно иную технику физиологического контроля длительности половых актов, нежели чем в упражнениях Кегеля. Методы также вам помогут восстановить и укрепить эрекцию, повысить уровень своего сексуального мастерства. Ссылки на тренинг вы найдете под этим видео. Также под этим видео вы сможете найти специально адаптированную для вас бесплатную программу тренировок для увеличения длительности ваших половых актов и укреплению эректильной функции. Продолжаем. На 5-м месте рейтинга расположился способ с обжатием головки полового члена. То есть, если кто не знает, суть его заключается в том, что при приближении семяизвержения мужчина сам или его партнерша должна сильно обжать пальцами головку полового члена, что способствует снижению возбуждения и предотвращает эякуляцию. Метод рабочий, но много нюансов, не зная которые можно только навредить мужскому организму. К примеру, если пережимать в самый последний момент, то не вышедшая сперма может изменить направление и попасть в мочевой пузырь, что чревато воспалениями. 4-е место рейтинга занимают анестезирующие гели, смазки и спреи, а также презервативы с анестетиком. Безусловно, они помогают. Действие их, конечно, не мгновенное, оно начинается минут через 5 после нанесения. Они снижают чувствительность головки полового члена к прикосновениям, что и способствует продлению полового акта.
Но обратная сторона медали в том, что анестетик, который используется в них, схож по действию, к примеру, с новокаином или лидокаином, который применяют при анестезии или, проще говоря, при замораживании и обезболивании при хирургических вмешательствах. Значит, и здесь головку полового члена просто замораживают. Кроме этого, во время полового акта смазка попадает на слизистую оболочку влагалища, половые губы, клитор девушки. И также уменьшает ее чувствительность. Следовательно, ни вы, ни ваша девушка не получают тех ощущений, которые должна получать от секса. А если опять же есть неуверенность и установки в голове на быстрое семяизвержение, то и смазка не поможет. Третье место. Это не думать о сексе во время секса. Как многие советуют, представлять различных старух, проигрыш любимой команды, решать различные арифметические примеры в голове, то есть любым способом отвлекать себя от полового акта и от происходящего с вами в этот момент. Способ, конечно, рабочий, но многим очень трудно полностью переключить свое внимание и отвлечься от секса. А если мужчина молод и горяч, да он еще возбудился и перевозбудился до момента, когда все подошло непосредственно к сексу, то в таких случаях бывает, что семяизвержение происходит до введения полового члена во влагалище. Он даже и не успевает подумать о чем-то другом. Мы все ближе и ближе к вершине нашего рейтинга. Второе место за фармакологическими препаратами, то есть таблетками, которые способствуют увеличению длительности половых актов. Их название вы сами знаете, рекламу я делать им не буду. Что могу сказать? Таблетки работают, многим мужчинам помогают, но опять же не всем. В этом вы можете сами убедиться, прочитав комментарии к различным видео на моем канале. Также у меня на обучении было много мужчин, которым таблетки не помогали, из-за чего они и пришли ко мне. Необходимо отметить, что у всех препаратов есть еще и противопоказания. А главное, что мужчина привыкает и рассчитывает на таблетки. И без их применения или по какой-то причине их отсутствия у него опять ничего не получается. И первое место нашего рейтинга занимает способ контроля длительности половых актов через воздействие на точку $1 000 000. Есть и другие названия этой точки. Более подробно о ней вы можете узнать в моем видео на канале. При правильном определении этой точки, при верном и своевременном нажатии на нее, происходит остановка семяизвержений и снятие перевозбуждения. Возвращается способность продолжать половой акт. Этот способ относится к древнедаосским техникам. При правильном выполнении техники сперма должна не извергаться наружу, а поступать в кровь, тем самым сохраняя энергию мужчины. При неправильном же применении этой техники, как и в случае с обжатием головки полового члена, происходит перенаправление потока спермы, и она забрасывается в мочевой пузырь, и потом выходит при мочеиспускании. Данный метод рабочий, но его необходимо правильно выполнять. Освоив данный способ, можно получить не только контроль за семяизвержением, но и более яркие оргазмы. И в перспективе научиться мультиоргазмам. Но мои методы проще, доступнее и быстрее при постоянном консультировании. Напоминаю вам про полезные ссылки под этим видео. А теперь делитесь этим видео с друзьями, смотрите другие мои полезные видео на канале, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно жмите колокольчик. Благодарю вас за внимание. До свидания.